Привет, друзья! Меня зовут Мария, и я коуч по русскому произношению для иностранцев, которые изучают русский язык. Наш с вами родной язык всегда показывает себя, дает о себе знать, когда мы говорим на иностранном языке. Так вот, сегодня в этом видео мы с вами поговорим о том, как услышать носителя британского английского, который говорит по-русски, даже если этот человек говорит на русском очень хорошо. Перед тем, как начать, я бы хотела сделать такую оговорку. Мы можем звучать на иностранном языке совершенно по-разному. Например, если мы сфокусированы на одном конкретном слове и повторяем конкретно это слово, произношение может быть одно. Если мы читаем, произношение может быть другое. И в спонтанной речи, когда мы не готовы, когда мы находимся в диалоге, в реальной жизненной ситуации, произношение будет какое-то третье. Ну и вообще наше произношение, оно зависит от очень многих факторов. Это и родной язык, и уровень нашего иностранного языка, в данном случае русского языка, и то, какие языки вы изучали до русского, есть ли у вас вообще опыт изучения других иностранных языков, то, как вы учили русский язык. Вы опирались на звучащую речь, вы много слушали, или вы учили русский язык по книге и больше читали. Плюс, конечно, индивидуальные характеристики, усталость. Вот все это будет влиять на то, как вы звучите на русском языке. Это видео такое более, знаете, развлекательное, поэтому я вынесла только самые вот такие яркие, вкусные характеристики, и только их сегодня хочу с вами обсудить. Но чтобы понять, какие особенности произношения есть у вас, нужна индивидуальная диагностика. Кстати, совсем недавно, 19 марта, у моего YouTube-канала был день рождения. И в честь этого я решила сделать для вас небольшой подарок, скидку на подписку. Внутри вас ждет работа с живым русским контентом, shadowing, моя обратная связь. Переходите по ссылке в описании, изучайте уровни подписки на Patreon и присоединяйтесь. Начнем с гласных. Как же британцы произносят гласные звуки в русском языке? Самый сложный гласный звук – это «ы». Ну, не хочу я останавливаться на этой банальной информации, это и так понятно, поэтому я пойду к более интересненькому. У носителей британского английского, даже на высоких уровнях, в спонтанной речи я замечаю огубление гласных звуков даже в безударной позиции. Например, в слове «делом», заниматься делом, ударение падает на делом, и носитель русского языка редуцирует второй гласный звук, и губы он не округляет, он не пытается произнести «о». А вот у носителей британского языка я там постоянно слышу и вижу, да, вижу артикуляцию такую делом, ручкой, сумкой. Вот все эти слова я частенько слышу ручкой, сумкой, делом, с мясом. Я не могу сказать, что это вот особенность только носителей британского языка. Вообще нет, потому что редукция в русском языке – это проблема для многих, для носителей многих языков. Зато следующая особенность, про которую я вам сегодня хочу рассказать, вот она, мне кажется, очень характерна для носителей именно британского английского. Часть 2. Согласные. Носители британского языка очень часто произносят согласные звуки в русском языке напряженно. Вот они прямо вдавливают язык в зубы, в альвеолы. Получается такой немножко долгий согласный звук. Да? Для русского уха он звучит так
сильно, напряженно, как будто это такое отчеканивание. Особенно это слышно на словах, в которых много звуков т, с, тя, ся, ца. Британский акцент — это +1 к вайбу. Oh my God. И что еще добавляет эффект напряженности языка, это, конечно, придыхание. Придыхание, аспирация, которая свойственна для британского английского. Да, очень такой глубокий получается звук. Ну, например, у носителей американского английского я бы не отметила напряженность артикуляции. У носителей американского английского, наоборот, бывает слишком такая фамильярность в произношении, да, ну это носителем языка считывается, интерпретируется как фамильярность, и этот эффект получается из-за того, что носители американского английского как раз пропрыгивают, проскакивают согласные звуки. Они их опускают, они делают вот этот флэп. Особенно они так произносят фразы, которые часто повторяются. Например, «я думал, что» или «я думаю, что». Вот, «я думаю, что». Я думаю, что... И дальше побежал. Я думаю, что... Часть 3. Интонации и речевой уклад. Интонации и речевой уклад. Это, конечно, сказка. В британском английском интонации такие богатые, такие живые. Они то вверх, то вниз, то так какая-то волна. Для русского уха это звучит очень странно. Это звучит эмоционально, иногда искусственно, иногда как будто человек переигрывает. В русском языке тоже есть интонационные конструкции, и немало, и это важно для русского языка. У нас есть и восхождение тона, да, и волны тоже у нас есть. Но все-таки британские интонации — это какой-то другой мир. Не так давно один участник нашей группы, закрытой в Телеграме, отправил мне видео, где русская девушка произносит русские фразы с британской интонацией. Вот как бы русский язык звучал, если бы мы говорили с британской интонацией. Вот, это так забавно, вот эти все «да, потрясающе», «нет, почему?» Когда начала говорить про интонации, совершенно забыла упомянуть очень важную вещь. В британском языке и интонации другие, и речевой уклад на самом деле другой. Мышцы гортани работают немножко не так, как работают мышцы гортани русскоязычного человека. И вот это все, вот эти волны в интонациях, вот эти особенности речевого уклада переходят на русский язык, и мы слышим акцент на русском языке. Но при этом хочется сказать, что все это, все, что я сейчас перечислила, все, что мы сейчас с вами обсудили, это абсолютно нормально. Наш родной язык всегда с нами, и он кочует из одного иностранного языка в другой. И если вы уже заметили какие-то свои особенности произношения, то это уже очень хорошее начало пути, начало работы над вашим произношением. Потому что иногда самое сложное, но самое важное — это заметить, как вы говорите. Кстати, напишите в комментариях, пожалуйста, замечаете ли вы какие-то из этих особенностей у себя, когда вы говорите на русском языке, и что еще вы можете добавить к моему списку. Если вы хотите узнать, как вы говорите на русском языке и что конкретно создает ваш акцент на русском языке, то записывайтесь ко мне на индивидуальную фонетическую диагностику. Это можно сделать на Патреоне. Это часть программы Russian Pronunciation Gym, тренажерный зал по русскому произношению, или киноклуб. Там есть подписка с индивидуальной консультацией, с групповыми встречами каждый месяц и с доступом к общему чату, где мне можно задавать совершенно
разные вопросы, не только про произношение, и я буду очень развернуто, полно вам отвечать. А также доступ к аудиотренажеру, где вы можете самостоятельно в своем темпе, в своем режиме тренировать отдельные аспекты русского произношения. Можно в этом чате отправлять свои аудио или видеозаписи и получать от меня обратную связь. Я вам желаю, чтобы вы занимались своим произношением не из чувства страха и стыда, что вы как-то не так говорите, а из чувства, что вы хотите услышать свой новый голос, что вы и так классный или классная, и вы хотите говорить так, чтобы ну вообще мурашки по телу у вас бежали. Пока-пока.